Привет, друзья! С вами Нина, и я рада вас приветствовать в своей творческой мастерской. Совсем недавно меня увлекла тема браслетов. На нее меня вдохновила Лада Легай, за что ей большое спасибо. С ней я уже сплела один браслетик. И сегодня я вот хочу попробовать сплести двухцветный браслет. Вот такая у меня палитра. Нежно-розовый и темно-сиреневый. Буду пользоваться техникой паракорд. Это плетение из нейлонового шнура. Есть мастер-класс, сейчас покажу вам кусочек из него. Большое разнообразие браслетов я нашла. И сегодня мы будем вот такой браслетик змея плести из газетных трубочек. А ссылочку на этот мастер-класс я оставлю в описании под видео. Можете посмотреть и ознакомиться. В работе я буду использовать вот такие тоненькие трубочки. Они накручены на спицу 1,2 мм и очень хорошо увлажнены. Я их покрывала смесью лака с водой для того, чтобы они были очень пластичные и в браслете не было заломов, они очень хорошо смотрелись. Склеивать я эти трубочки буду полимерным клеем. Он очень хорошо и быстро скрепляет между собой их. Покрасила трубочки колерами, сиреневые и красные. О том, как сделать такие трубочки и сделать их пластичными, чтобы они хорошо смотрелись, я оставлю вот здесь подсказку. Переходите по ней, знакомьтесь. Трубочки будем хранить в пакете, для того, чтобы они оставались влажные и не подсыхали. Чтобы трубочки были подлиннее, сейчас сразу же будем скреплять две трубочки между собой, то есть розовую с розовой, а сиреневую с сиреневой. В месте соединения трубочек нужно очень хорошо прижать и дать пару минут, чтобы клей просох. Излишки клея убирайте влажной салфеткой, потому что если он останется на трубочке, он здесь будет некрасиво смотреться. Теперь будем делать петельку. Можно вот так вот ручку приложить, чтобы петелька здесь была аккуратная. То есть у нас будет вот таким образом. И вот здесь место соединения, вот здесь оно попадает, оно прикрывается верхней трубочкой. Здесь нам нужна петелька для того, чтобы в конце мы смогли скрепить браслет на руке. Теперь в эту петельку пропускаем розовые трубочки. И точно так же следим за тем, чтобы вот это место соединения, оно у нас было с обратной стороны. Потому что здесь у нас лицевая сторона, здесь должно все красиво смотреться. Вот место соединения, немножечко его туда вниз опускаем. Оно там прикроется плетением потом. Здесь трубочку чуть-чуть приплюснем и огибаем петельку. И теперь вот эту заднюю розовую трубочку, ее нужно завести вот сюда направо. Делаем поворот и выводим ее вперед. На следующем этапе берем сиреневую трубочку, вот эту, тоже ее немножечко вот здесь приплюснем и заводим ее назад. Сразу вот здесь хорошо укладываем. И выводим вперед поверх вот этих двух. Все поправляем. Принцип такой. То есть у нас вот эти две трубочки, которые в середине, ими мы будем плести. А вот эти две трубочки, вот это и это мы назовем их стоечки, как вот мы в плетении обычно делаем. То есть их мы будем оплетать. Они у нас будут все время параллельно, и вокруг них будем сейчас делать.
Вот у нас уже начинает формироваться рисунок. И теперь к нашим стоечкам нам нужно добавить будет еще по одной, для того, чтобы рисунок здесь лучше смотрелся, стоечки лучше фиксировали браслетик. То есть мы будем вот сюда, здесь будем расширять пространство и добавлять одну. И точно так же с этой стороны. То есть сюда будем еще одну розовую добавлять, а сюда еще одну сиреневую. Все, теперь стоечки у нас достаточно прочные и начинаем плести. То есть у нас всегда розовая идет вперед, а сиреневая всегда идет назад. Следим за тем, чтобы они пересекались вот в этом месте, как спереди, так и сзади то же самое, чтобы смотрелся здесь узор красиво. И еще перед тем, как трубочку заводить, всегда ее вот в этом месте нужно приплюснуть, чтобы она хорошо сразу укладывалась и вот в этих местах не было здесь заломов. Так как у нас вот эта сиреневая трубочка, она все время назад заводится, то есть мы ее, когда вперед сюда вот выводим, сразу раз вот так и назад убрали вот к этим розовым трубочкам. А розовая у нас всегда идет наверх, поэтому то же самое, когда она у нас пришла сюда, сразу раз ее вот наверх и вот сюда к сиреневым. Тут же нужно расстояние между стоечками сразу сделать ровным, то есть чтобы браслет ровно смотрелся. Можно вот так перевернуть и вот эту трубочку сиреневую с обратной стороны заводить, чтобы здесь тоже выравнивать. Вот у меня уже сформировался узор. И сейчас пришло время, когда нужно нарастить вот эти трубочки. Мы будем наращивать с изнаночной стороны. Сейчас я вот эту трубочку сиреневую уберу и сделаю так, чтобы у меня соединение попало вот в этом месте, чтобы здесь сиреневая трубочка прикрыла. И затем уже буду смотреть, чтобы сиреневую нарастить подобным образом.
В этом рисунке очень важно, чтобы вот эти виточки, они ложились параллельно друг другу. Вот смотрите, розовые виточки у нас ложатся вот таким образом. То есть здесь их поправляем, выравниваем, и расстояние между ними, чтобы было одинаковое. И то же самое сиреневые, то есть они у нас уже ложатся вот в эту сторону. И то же самое здесь их укладываем параллельно. И еще нужно будет обязательно контролировать длину браслета, то есть замеряем его постоянно по запястью. Вот у меня уже осталось совсем немножечко. И через какое-то время я буду заканчивать. Заканчивать буду точно так же, как начинала. Я сделала еще несколько виточков. Вот теперь измеряю и буду завершать. Вот сейчас я должна буду посмотреть, как у меня здесь начиналось все. То есть мне нужно будет вот левую стоечку сделать петелькой, правую завести за нее и заправить вот сюда. Сейчас я должна буду обрезать вот эти стоечки, которые мы подставляли. Теперь из сиреневой делаю также на ручку здесь петельку. Здесь петельку делаем немножечко побольше, чем с противоположной стороны, потому что сюда у нас будет заправляться резиночка. Ну, будем крепить, когда браслет вот здесь. Теперь эту петельку заправим с обратной стороны вот за эту трубочку, за сиреневую. Потом мы ее обрежем и подклеим. Сиреневую трубочку вот сюда под розовую стоечку заводим. Здесь тоже мы ее подклеим. Сейчас мы будем заправлять вот эту стоечку розовую вот сюда в петельку. Тут ее хорошо поправляем, укладываем. И с обратной стороны тоже будем ее подклеивать вот за эту сиреневую стоечку. Сейчас нужно будет вот эти хвостики обрезать, подклеить. Вот этот хвостик тоже будем обрезать, потому что у нас остается только последняя вот эта розовая трубочка, которая будет все это дело прижимать. То есть она идет вот сюда вниз. То есть вот эту сиреневую мы обрезаем и вот так вот назад выводим. Ну и с обратной стороны вот эту розовую трубочку тоже будем заправлять. Я сейчас посмотрю куда. Либо вот сюда вниз, либо вот так же за сиреневую. В общем, я посмотрю, сейчас здесь все подклею. Я здесь все уложила по рисунку, подклеила вот с обратной стороны. Здесь у меня от полимерного клея немножечко краска слезла. Обязательно пользуйтесь влажной салфеткой, сразу убирайте этот клей. Ну, ничего страшного, то есть я здесь буду все равно подкрашивать где-то в каких-то местах. Вот у меня здесь на сгибе краска здесь потрескалась. Так что сейчас я пройду, все поправлю, подкрашу. И можно будет уже верхнее покрытие еще лаком сделать, финальное. И все, и браслетик будет готов. Так что давайте его примерять.
Ну вот, с помощью краски удалось все выровнять. И розовой краской я тоже все подкрасила. Вот так смотрится изнутри. Здесь получилось тоже очень красиво. Хотя внутренняя сторона будет к телу, ее будет не видно. Ну, все же хочется, чтобы браслет, как украшение, ну, выглядел хорошо со всех сторон. И еще я хотела обратить внимание, что, видите, браслетик стал круглый. Я его на какое-то время оставила, он у меня немножечко подсох. Для того, чтобы вот он такой был круглый, я скрепила вот здесь резиночкой, которая у меня затем будет тоже браслетик скреплять. Я вот так просто завязала его, и у меня несколько часов он полежал. Я его выровняла. И так как у меня здесь трубочки были покрыты раствором лака с водой, лак подсох, и остается последний этап. Для того, чтобы браслетик заблестел, мы его покроем акриловым лаком. Я его чуть-чуть разбавляю с водой. Вот так вот получается. То есть он и блеск придаст характерный, и в то же время, ну, хорошо будет ложиться. То есть нам нужно чисто внешне его покрыть. Грунтовать мы его не будем, потому что он нам нужен вот такой эластичный, чтобы он был не очень твердый. Поэтому будем покрывать только верхний слой. Так вот аккуратненько наносим и хорошо-хорошо лак растираем. Можно использовать фен, то есть подсушить феном чуть-чуть в конце в самом. Все, потом даем браслетику просохнуть и будем уже скреплять его резиночкой. Ну все, браслетик готов, лак подсох, и браслетик приобрел такой характерный блеск, очень красиво смотрится. Теперь остается последний этап, это нужно будет его здесь скрепить. Можно использовать резинку, как я это буду делать, можно сюда купить крючок и зацеплять. Ну, есть разные способы. Я с помощью резинки это делаю, потому что гораздо удобнее. То есть можно контролировать длину. То есть мы вот так вот продергиваем вот сюда в маленькое колечко. Здесь делаем петельку. Петельку можно сделать подлиннее, покороче. Оставьте хвостики, чтобы удобнее было, ну, просовывать вот в это колечко. Вот мне такой длины, я думаю, вполне достаточно. Сейчас буду примерять. Вот. Ну, в общем, вот так вот смотрится на руке. Посмотрите, как красиво. Очень мне нравится такое украшение. Надеюсь, ваш браслетик тоже получился таким же красивым. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Напишите мне, как вам такой браслет, интересный, что в нем интересного показалось вам. И вообще, имеет ли место украшение, бижутерия в плетении из газетных трубочек. Друзья, если вам понравился этот мастер-класс, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.
Я желаю вам всего самого-самого наилучшего и, конечно, творческих успехов.